Сегодня путешествую на Большой Бибике. Еду из штата Тамаулипас в новый штат Сан-Луис-Потоси. Красивый городок Сьюдад-Вальес. Я уже добралась до нужного города, и здесь у меня не очень обычный каучсерфинг. Сейчас покажу, где буду жить. Итак, встречайте! Это массажный салон. Такого у меня еще не было. Вот на этом диване я буду спать. На самом деле тут есть все необходимое. Туалет, раковина, душ и даже кухня. Ну, на кухне, правда, бардак небольшой. Но если мне нужно будет здесь что-то готовить, то я это просто уберу. Городок Сьюдад-Вальес считается туристическим, поскольку вокруг него расположено множество интересных достопримечательностей. И в одну из них я отправлюсь сегодня. Магический городок Хилитла, столица мексиканского сюрреализма, покоится среди тропических лесов на высоте около 680 метров над уровнем моря. Крутые склоны гор, приютившие городок, богаты фруктовыми садами и кофейными плантациями. С любой точки взгляд упирается в лохматые зеленые горы, вершины которых обрамлены грозовыми тучами. Ну что за очаровательное место. Вы только послушайте природу. Эх, жизнь прекрасна. В Мексике все поля разделены вот такой вот колючей проволокой и заборами. Но это не значит, что нельзя через них проходить. Это сделано, чтобы коровки не выходили куда не надо. Нашла какой-то дикий водопадик. Тут вообще нет людей. Заползла в какие-то леса. Не знаю, как к нему спуститься. Найти бесплатный водопад в Мексике, хоть и маленький, без туристов, это достижение, я считаю. Правда, не знаю, как выбираться отсюда буду. В общем, я кое-как выбралась. Но мои кроссовки вообще не в восторге от сегодняшней нашей прогулки. Нельзя мне одной путешествовать. Вечно в какие-то жопы попадаю. Нахожусь сейчас возле одной из главных достопримечательностей этого региона. Место очень туристическое. Я даже встретила здесь машины с американскими номерами. Лас-Посос – сюрреалистический сад, затиравшийся в джунглях. Ныне покойный Эдвард Джеймс, будучи богатым меценатом, придумал необычный парк и наполнил его причудливыми скульптурами, которые производят впечатление незаконченных. Директор парка Карлос Барбоса пояснил, что мистер Эдвард хотел, чтобы посетители терялись в догадках относительно времени создания потерянного городка, и его удивительный художественный замысел сбивал их с толку. Все это, конечно, очень круто и интересно, но билет стоит 225 песос, это для меня дороговато. Плюс его нужно как-то там резервировать через интернет, просто так они их не продают. Поэтому, уж простите, но внутрь я не пойду. Хотя, может быть, стоит воспользоваться крейзи способом и полезть через кусты бесплатно. Как думаете, это подходящее место, чтобы пролезть? Влезу я в эту дырку? Или, может быть, сверху? О, можно пройти здесь. Вот я и по другую сторону. Теперь есть еще одна дверь. Посмотрим, как можно пройти через нее. Сейчас меня кто-нибудь спалит, и будет жопа. Если я сегодня попаду в тюрьму, ничего необычного. О май гад. Гусеница или змея, большая очень. А здесь и правда гусеница, господи, боже мой. Ой, это будет нелегко. Сейчас пауков насобираю. Ух. Прикиньте, это гусеницы такие огромные здесь реально. Две в одном месте. Сколько же их тут вообще-то? Мама
Мамочки, куда я попала? Короче, я тут застряла в кустах и не могу нормально снимать. Но включу камеру, пусть снимется хоть что-то. Паук, 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 паук. О, я надеюсь, оно того стоит. Фу, эти гусеницы, они повсюду просто. Еще сестра написала только что смс-ку. Леся, что делаешь? Говорит. Лучше и не знать, что я делаю. Фиаско будет, если там где-нибудь еще есть забор, который я не смогу перелезть. Что-нибудь такое. Или если меня спалит. Муравьи обоссали ноги. Да, джунгли, это тебе не просто лес. Тут не так просто проползти. Ну ничего, меня так просто не сломаешь. В общем, я уже на финишной прямой. Вот здесь вот дорога, а там какое-то здание. Я только что слушала рацию. Надо как-то быстренько выбежать. Я вышла на какую-то дорожку. Это уже что-то больше похоже на правду. Только не понимаю, я уже на территории или нет. Меня исколола какая-то трава. Я сначала думала, что это крапива, а потом поняла, что нет. Надеюсь, я не умру. В общем, там чувак сидит. Я только хотела сказать, что людей там походу нету. Но там сидит чувак. Я не знаю, видно ли отсюда, да? Фак, чуть не заметил меня. Короче, меня все же поймали. Это просто такой угар. Я сидела в кустах очень тихо. Мужчина все пытался подойти так тихо-тихо, что-то высматривал. Я сидела, просто замерла, не дышала. Я даже эту штуку красную свою сняла. Потом подошли к нему еще двое. Они уже начали так охотнее подходить. Уже более смелыми стали. И я, короче, не выдержала, заржала, вышла, говорю: «Ола!». Они пытались меня там спросить, как я вообще сюда попала. Ну, я сделала вид, что я вообще их не понимаю. Но я и так половину не понимала. И они пытались найти человека, который разговаривает по-английски в этом парке. Но такого не оказалось, и они просто показали мне, где выход. Но я все же увидела несколько скульптур. Наконец-таки сегодня жаркая погода, и я решила, что это отличный повод, чтобы отправиться на водопады. Заповедники у Ацтека Потосина, где я сейчас нахожусь, их очень много, но я выбрала самый крутой. По крайней мере, так считают местные. Muchos dicen conocerme y es muy fácil especular y no lo juzgo, eso es humano y natural. Oye, a veces uno cree saber de los demás, pero ni un 20%, es decir, ni la mitad. Todo lo que yo he vivido, ya son 39, aquí de pie yo sigo. No pudieron mis enemigos nada. Oye, y la verdad sacando cuenta mirando al espejo, yo fui mi único enemigo. Del bareto pa' las perco, cada día más terco, sin disciplina para que tenga el talento. Чтобы можно было пользоваться всеми развлекухами по полной, нырять и так далее, обязательно нужно надеть спасательный жилет. А сколько он стоит, сейчас мы узнаем. Цена за жилет 15 песо на час и 60 на полный день. Я взяла на часик, мне достаточно будет. Начался сильный дождь, но всем вообще пофигу. Все равно купаются, и мне пофигу. Писец, ребята, сейчас отсюда буду прыгать. Что-то стрёмненько как-то. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Хоть здесь и много народу, но, блин, реально, цена невысокая и очень круто, мне нравится. Обычно такие места не люблю, но это рекомендую. Решила перекусить одной классной штучкой, называется элоте. В самом низу кукуруза, чуть выше майонез, чили и сыр. Вкуснятина. У меня сегодня автобус весь мой полностью.
И снова я вернулась в холодную погоду, приехала в новый город, который называется Сан-Луис-Потоси. Находится он высоко над уровнем моря, поэтому здесь дождливо, прохладно. Я вот одела уже теплые вещи. Но что мне очень понравилось, так это сегодняшняя дорога до этого города. Было очень много серпантинов, высоких гор, такая красивая природа. Я вот честно не хотела, чтобы заканчивалась эта поездка. Могла ехать, наверное, 2 дня так. Сан-Луис-Потоси можно назвать синонимом красивой архитектуры. Один из самых старых колониальных городов Мексики. Когда-то он был важным центром добычи серебра и даже резиденцией правительства. Сегодня важный промышленный и образовательный центр страны. Перед моей поездкой в Сан-Луис-Потоси меня предупреждали, что здесь опасный город, нужно быть поосторожнее, но я не верила, потому что обычно так говорят про все города Мексики. И сейчас, находясь здесь, я действительно вижу, что люди немного странные, некоторые, и стоит от них держаться подальше. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но чувствуется так. Вот такие вот шоу обычно устраивают на светофорах и зарабатывают бабосики. У нас сегодня велопробежка из города Сан-Луис-Потоси в магический городок Сьерра-де-Сан-Педро. Дорога недолгая, всего 25 километров и 25 километров обратно. Деревня Сьерра-де-Сан-Педро расположена на высоте 2040 метров. По состоянию на 2005 год население составляло 95 человек. Холмы городка были родиной коренных жителей Чичимека и Гуачичил в доколумбовую эпоху. Деревня начиналась как испанское колониальное поселение по добыче золота и серебра и была официально учреждена в 1592 году. Здания здесь построены из камня оранжевого цвета. Находясь в этом месте, невольно вспоминаешь фильмы о Диком Западе. Кажется, что сейчас перед тобой появится перекати поле и ковбой на лошади с револьвером. Удивительное место. Сегодня я научу вас, как правильно есть такос. Вот эти все добавки приносят бесплатно, соусы тоже. Значит так, берем лимончик, лайм, точнее, и выдавливаем. Дальше добавляем какие-нибудь начинки. Мне нравится это. Показываю вам, потому что меня никто не учил есть такос. И мой первый такос был просто ужасно вкусным. Я думала, что мексиканская еда это не мое. А на самом деле просто нужно есть ее правильно. И немножко соуса. Этот соус очень острый, поэтому я прям реально немного добавляю. Мексиканцы добавляют много. Готово. Есть один дурацкий стереотип о Мексике, вернее, он не один, конечно же, но расскажу вам сейчас про один. Это то, что нельзя выходить на улицу, когда стемнеет. Все можно, я хожу и хожу одна, главное, чтобы это было не поздно и чтобы были люди на улице. А так все в порядке, никто не обокрал меня и даже не пытался. Я, конечно, зарекаться не хочу, всякое случается в жизни. Но просто бесит, что когда люди покупают туры в отеле, им говорят, что это очень опасно. Мне кажется, там даже говорят, что на улицу днем нельзя выходить. Ну, дебилизм. Смотрите, как много у меня каучсерферов. Целых 13 человек. С ними я жила в Сан-Луис-Потоси. Здесь интернациональная компания. Ребята из Боливии, Эквадора, Колумбии, Германии, США, Мексики и, конечно же, России. И так получилось, что им тоже нужно в тот город, куда я собиралась поехать дальше. Поэтому мы едем вместе. Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero qué más pues, ¿qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar par de cosas pendientes. Мы с ребятами сняли дом. Вот так выглядит первая комната.
За этой дверью еще 2 комнаты. Всего нас 13 человек. Вот здесь душ и туалет. Хи-хи-хи. И цена за такой дом 2500 песос. Примерно по 200 песос с человека. Городок Реаль-де-Каторсе – главный центр наркотуризма в Мексике раз, священная земля индейцев Уичолей 2 и, наконец, место католического паломничества 3. Главным инструментом срыва крыши здесь является кактус пейоте. Он растет в окрестной пустыне, но не везде, поэтому порой приходится долго бродить, чтобы его отыскать. Но нам этого делать не пришлось, поскольку мужчина, у которого мы снимали дом, припас горшочек, чтобы показывать туристам. Пробовать, конечно, никто из нас не решился, поскольку пейоте вызывает странное наркотическое опьянение, мощное повышение мыслительной активности и цветовые галлюцинации, да и просто так его не попробуешь. Для этого требуется специальный обряд с шаманом, который часто длится целые сутки. Пейоте официально признан наркотиком, и срок за его хранение составляет от 5 до 7 лет. А вот и вид на весь городок Реаль-де-Каторсе. Он реально очень маленький, но очень классный. Подходим к городу-призраку. У меня такое чувство, будто бы я в каком-то фильме про Дикий Запад. Такая атмосфера классная. Боже мой, здесь просто огромная дыра, уходящая вниз, и мы не видим дна. Проверка глубины. Que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna. Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Короче, ушла от ребят, нашла какой-то длиннющий туннель, иду по нему уже минуты 2, и здесь нет конца. Я даже не знаю, сколько я так могу идти. Надеюсь, меня не потеряют. Офигеть просто. Очень длинный. Я думала, здесь конец, но нет, есть еще поворот. Можно пролезть, кажется. Хочу пролезть. О, там очень узко и далеко ползти. Мне что-то стрёмненько, если честно. Ну ему нафиг. Реаль-де-Каторсе просто похитил мое сердечко. Теперь это одно из моих любимых мест в Мексике. Это я пытаюсь докричаться до своих ребят. Они вот где-то вот там и совсем меня не слышат и не видят. Боже, какое офигенное место. Я бы здесь сидела весь день с радостью. Красота вокруг. Смотрите, какую красоту здесь делают. А потом получается вот такое. Все из бисера. А знаете, как этот парень делает все эти вещи? Он ест пейоте. И тогда к нему приходит озарение сделать такие классные штуки. Погода в Мекке. Что здесь происходит? Es lo que hago.